На сегодня Фордиара остается стоять, и на завтра остается стоять, и на послезавтра остается стоять. Потому что если много на Фордиаре ездить, мне кажется, он развалится, пока он по этому Питеру, по этим пробкам протолкается. Поэтому сегодня день пешей прогулки. На той хате я живу, дальней. Сфинксяра на гранитном блоке здоровущем. Да, вон еще один такой красавчик. Ой, еще один полулев, полуптица. Красиво. Заторы, пробки. Везде. Вид на город с Мостяры. Мост Благовещенский. Здоровая штука — это Исаакиевский собор. Колонны, как из Выборга, которые были утоплены. 2 штуки, которые не довезли. И вот, походу, остальные довезли. Вот они стоят. Красиво, красиво. Пробки, заторы, все как мы любим. Не пройти, не проехать. Короче, на этой площади напротив этого здания произошло восстание декабристов. Вот так вот, оказывается, где это было. Это Конституционный суд. Прикольно, на каком камне стоит этот памятник. Как гранитный, как-то его так обтесали, обделали, как-то затащили сюда. Здоровяра. Короче, идет невеста, она так мучается, таща это платье. Оно же, короче, идет, оно тянется, поэтому вот там асфальт, ну, просто крошка пыльная. Она же такая, о, видите, вот видите, пыль идет. Она вот пыль, вот этот трет просто, вот, чтобы дойти и сделать фотку. О, поднимай ей платье, давай, неси. Все. Все равно будет не только грязное, но и зеленое. Теперь обтряси пылище. Ну, платье, ну зачетное платье. Фотограф идет впереди. Все, напротив Петра. Ой, дойдет. Вот это подвиг, я ее понимаю, конечно. Не, ну парень заебался, я уже вижу. Он подустал, хлопец, подустал. И она подустала. Видишь, она в кроссовочках. Она в кроссовках идет. Ну, слава богу. Все равно не видно, каких там у тебя туфли. Теперь знать, куда она. Прям, чтобы впереди Петра была, или тут хватит? Все, нахуй, кидай, говорит мама. Все, разровняет сейчас. Ну, смотри, сейчас сядь. О, все, отдохнуть. Ну ты смотри, как обалдеть, как сейчас разложит слои. Ради одной фотографии. Вот это подвиг, вот это я понимаю, вот это хотение замуж. Ну что, давайте фоткать, уже фоткают. Фотограф. Он рядом будет сидеть или просто... Ну, не знаю, ему не подойти, только наступать будет только. Короче, сейчас показывают ей, где сесть. Ему вот так вот. А, смотри, сейчас ему оба дадут дорожку. Опс. Все. Все ровненько было. Ну, колонны, конечно, впечатляют. Вон из-под Выборга их тащили. То есть эти дотащили, а те 2 штуки так и не доехали. И остались в Выборге лежать. Обалдеть. Еще отполировано так. Вот это мрамор. Вот это я понимаю. Единый кусок. Обалдеть. Сколько тут статуй всяких, лепнины. Красота. А вот еще одна невеста. Вот это уже в таком на стиле, на мустанге подъехали к Исаакиевскому. Мое почтение. А вот и сам Исаакиевский, иду наверх. Вот уже иду на колоннаду по кругу. Такая тут дорожка. Тоже все из гранита. Один гранит. Класс. Один гранит, обалдеть. Как все сделано четко. Вот вид с высоты Исаакиевского собора. Почти. Тут еще, короче, можно подняться, но дальше не пускают. Так у нас в Санкт-Петербурге одни трубы. Видишь, такие, полно труб.
причина, когда пришел посмотреть Снейсакский собор. На колоннаду. Попал в пробку. Зато теперь могу рассмотреть каждую травинку, трещинку, каждую гранитную колонку, крышу. Все могу рассмотреть. Колокол. С Петром, с Екатериной, там со всей братвой. О, вообще никого нет. Там стояли. Разворачивается, тут прямо носом уперся вперед. Пошел разворачиваться. Любившего Москву, так и его ориентации на европейские в граните. Красиво. ускорить развитие города. Там стоит, ждет. Развернулся. Сейчас Входит туда. в синюю канал. Небольшой канал, соединяющий Волгу и Неву. Обратите внимание на арку. И мост чисто гранитный. Видишь, этот с рулями боковыми. Едете туда. Видишь, этот просто может завернуть. И не пробка образуется в этом месте. Один за одним пруд. Видишь, мужчина, лодка такая постарше. Поинтересней. И эти. А более такой современный. И эти едут, и эти. Вот такой прям вообще тут контент. Видишь, там внутри экскурсовод. Мужик вообще спит, он на первом седле, наверное, водитель запасной. И эти на яхты явно арендные, походу. Да их катают. Вот такую вот купить, видишь, какая солидная. С седлами красивыми. О, господи, тут реально одна за одной едут. Еще одна. Интересно, как это рульнет. Но это тоже поменьше, она, наверное, сразу зайдет. То есть, я так понимаю, сейчас слишком тепло, поэтому все на улице. Мне кажется, что тут это... Пойдет дождь, так. Ну и что это, боковые рули. Зацепился, походу. Что это за звуки? Ага, видишь, выхлопная труба прям с водой. Фу, дизелек такой. Понятно, я тут, короче, могу целый день стоять, все время поворачивает. Вот тебе такая вот. Как классно. Класс. Ну а в этом доме скончался Пушкин. Короче, богатый дядька был. Потому что этот дворец вот за этим вот зданием, этот зимний, правительственный, царский. Пушкин жил буквально в 300 метрах от него. Когда Миша приезжает, все нафиг загорожено какими-то палатками, торговлей.
Везде экскурсии продают. Посещение морского Никольского собора. Очень интересно, как ее сделали. Это ж выдолбали, как-то ж принесли. Там будет концерт вместе с Россией. Банк Россия. Ну, у кого-то яхточка. Можно купить тур вот на этой яхточке, которая поближе к Рабушкара. Можно вон просто быть мужиком с большой яхтой. Там просто два мужика сидят, чай пьют. Капитан рулит, едет. Очень удобно. Еще свадьбочка. Но этот уже на стиле. Солидный мужчина. Мраморный дворец действительно весь из мрамора, если так присмотреться. Обалдеть. Мастяра. Тоже здоровый. Красивый. Еще Петербурга. Это Нева. До того, как она на два рукава разделяется. Мастяра стоит. Михайловский замок. Красивый. Туда всякое продолжается. Летний сад. И еще Михайловский замок. Красивый. А в этом магазинчике Рок-Остров Данила Бодров покупал диск для своего плеера. Я хотел купить диск для Форда, но он работает до 19:00. А сейчас уже пол-8. Немножко Невского проспекта. Толпень людей, рекламщики всякие. Жига на стиле. Казанский собор. Здоровущий. Канал с Зеленого моста. Канал Мойка. В той стороне Пушкин умер. Какая яхта красивая плывет. Там у них стол, бутылки, виноградики. Солидные мужчины катаются. Надо и мне какое-нибудь завтра снять плавсредство. Вот и день прошел в Петербурге. Что надо в рифму сказать? Правильно. Ну и нахер пошел. Все, схожу в гостишку. Короче, новый день. Фордяры уже на этом месте нет. Потому что тут оказывается охрана, которая прогоняет все машины, ставит цепи. И мне пришлось перегнать свою фордярку. Потому что он уже стоял за цепью. Переехал он вот сюда и будет стоять здесь еще 2 дня. Но я иду гулять, смотреть, что тут дальше есть в Питере. Памятник конки. Прикольно как было. То есть железный вагон такой вот. Железная дорога была и лошади. Понятно все. Вот какая штука летит на крыльях. Воздушно. Красиво. Колонны. Это они, короче, эти. Из известняка сделаны. А вот эти вот штуки, это типа носы кораблей во все стороны смотрят. И посейдончик. Так сегодня что-то все закрыто. Не знаю, как-то к празднику какому-то готовится, еще не подойти. Еще одна колонка. Все нахер закрыто, что невозможно. Ну, что-то настраивают какие-то там. Короче, жопа. Вон там, вон где мост, это Нева просто. Слева малая Нева. Ага, еще один такой корабль поплыл. Вот это разгоняется. А вот и корабель, который стоял вдалеке все время. Оказывается, он стоит, это муляж. Типа вот он на барже стоит, а это все просто деревяшки. Ну, то есть деревянная настройка на нем. Но все равно красиво, так замуляжить. Если это еще реальный размер, это мое почтение. Здоровущая штука. Павловская крепость, деревянный мостик. Сейчас по нему автобус еще будет ехать.
крепость Петропавловская. Внутри примерно так. Ну, в принципе, и посмотрели. Короче, вот этот мужик, это один из императоров двухмесячных, который был коронован императором. Короче, 7 монет отчеканили пробных, а потом вот эта вот женщина, следующая, которая, короче, этот Елизавета решила его свергнуть, и, короче, он так и не стал императором. Короче, потом, через 5 лет, хранение этих монет было запрещено. Такие дела. Первые бумажные деньги. 25 рублей, 100 рублей, тоже ассигнации. Потом начали чуть посложнее делать, чтобы не подделывали. Потому что такие просто много всяких монеточек. Короче, просто монетки. Это инсталляция 1 000 000 рублей. По 1 рублю монетки. Вес 3 тонны, высота 3,2 метра. Интересно смотрится, конечно. Короче, рублевая монета современная. Вот их наложили тут. Неплохо, неплохо. Надо было очень аккуратно накладывать. Миллиард российских рублей выглядит так. Есть типа банкнотики такие вот, у них номера все нулевые. И их так бы сложили, и все, 1 миллиард. Кусочек Узбекистана в Петербурге, мечеть. В принципе, красивая, 900 там какого-то, там 5-го года или какого-то постройки. На этих, на граните построили, с гранита. Красивая, красивая, красивая. Австрийская площадь. И какой-то двор с мужиком. Прикольный дворюга. То есть здесь главное один асфальт. Там дырка. Там и тут дырка. Получается типа а-ля колодца. Было написано в 1837 году, а вот первый постоянный мост через него появился только в 1850-м. Соответственно, Пушкин этих мостов, которые мы с вами видим справа и слева, видеть еще не мог, поскольку их еще не было. О каких же мостах тогда писал Пушкин? А Пушкин писал о тех мостах, которые... Видите, поближе к мосту. Под мостом проходил. Такой захочешь переплыть, не переплывешь. Приневские земли отходят Швеции, и начинается период шведского господства. Церемония закладки моста происходила в присутствии президента Французской республики Феликса Фора и русского императора Николая II. В Фонтанке находился прачечный двор, который обслуживал императора и его семью. С правой стороны наверху толпятся люди, тянут вниз руки, кидают. Они хлопка очень любил император Николай I и иногда дарил их в качестве сувениров другим европейским монархам. А скульптор был вынужден каждый раз заново отливать шедевры после того, как царь дарил подарки. Умирает в Польше в 1813 году. Военная кампания подорвала здоровье пожилого полководца. На берега него было доставлено тело Кутузова и похоронен Михаил Илларионович Кутузов. Популярно за границей работал в Париже, и когда его фонари осветили улицы Парижа и Лондона и других городов Европы, изобретение вернулось на родину. Спущен на воду крейсер был в 1900 году и не один. Таких крейсеров было 3: Аврора, Диана и Паллада.
Затем «Аврора» отправилась к берегам Тихого океана, принимала участие в Цусимском сражении, получила в этом сражении 16 сквозных пробоин, но сумела уйти от неприятеля, отстоялась в доках, была захвачена Соединенными Штатами Америки и уже после Первой мировой войны возвращена России. «Аврора» также выполняла важную роль в обороне Ленинграда. Орудия с крейсера были сняты и отправлены на подступы к городу. Они защищали небо Ленинграда, а сам крейсер стоял недалеко от Ораниенбаума и выполнял роль штаба для подводных лодок. Именно на «Авроре» оказалось такое оборудование, которое позволило создать подобный штаб. Занимались над крепостями, которые имели отношение к военно-морскому флоту. За Нарышкиным бастионом следующий бастион революционных событий. Строился мост по проекту инженера Андрея Пшеницкого. В это время А вот уже просто центр Петербурга. Идем в Чайхону. Точнее, не в Чайхону, а в центр плова. Точнее, не в центр плова, а плов-центр называется. И еще петербуржечка. Очень длинное метро. Эскалатор. А вот иду к Газпром-центру. Тут вот такие вот домики. Красивые. Посмотрим, как до него дойти. Да, высокая штука стоит. Прям впечатляет, впечатляет. Очень красиво. Финский залив. Развязки всякие. Просто район. Еще одна стройка. Здоровущая херня, конечно, обалденная, обалденная, обалденная. Только здесь вот, хопс, как концлагерь какой-то, все окружено, все какими-то датчиками, периметром, фонарями, все освещено, колючей проволокой, просто все. А говорят, типа здание построено. Видите, набережный. Головлахта-центр. Ну, здоровая херня, здоровая. Лахта-центр. Это все вот так. Вечером. Финский залив. А тут стройка. А тут, кстати, пирс недавно. Еще нет тут лодок, ничего нет. Там он парк делает. Поодаль. Тут стройка. Готовки. Как-то так. Обалдеть в гостинице. Пробило, видимо, трубу и начало просто хлестать фонтаном. Охренеть. Я думаю, что за шум, что за звук. Прям плитку поднимает, ломает. Скоро потоп будет. Обалдеть. Просто вымывает, все размывает. Сейчас потечет. Люди уже из ресторана убегают. Сейчас будет фонтанище. Сейчас размолотит. Походу в ресторан начало бить. И в окна людям заливает. Шок-контент. Походу в окна заливает людям. Ну не, или между домами все-таки успела. Да, уже вон по хате бьет. Но походу в дом бьет. Или все-таки между домами заливает. Нормальный давляк. Ну, в общем, не увеличивается больше. Такой фонтан и будет. Пробитие. Ну вот и прекратилось буквально через пару минут. Мы видели пик. Размыло там велосипедом, видимо, окна людям побило камнями, гравеечкой. Тут, видимо, какие-то работники ходили, то есть они, видимо, где-то перекрыли эту воду, догадались. Вот и последствия вчерашнего потопа. Разбитые окна от камней. Наверное, там все залито. И у меня начинается новый день. Не, ну красивое метро. Площадь Восстания. Мое почтение.
Станция Автово. Тоже мое почтение, красиво. И еще Санкт-Петербурга, уже ближе к окраинам. Короче, была у меня гениальная идея съездить на рынок за кассетками. Ну, типа за дисками, может, найду. В итоге здесь ничего нет. В принципе, людей нет. И ничего нет. В будний день сюда, наверное, ехать. А это блошиный рынок, а тут все закрыто. Как-то так. Ладно, все, возвращаемся в город. Короче, и шли мы, зашли на это, на барахолку. Смотрим, какие-то два мужика, что-то там кассетки, диски продают. Подходим, типа, диски продается. Они говорят, это не продается, это просто валяется. А я, короче, жменю кассеток хапанул. Но они, короче, типа пустые, скорее всего. Ну, потому что обложки такие вот пустые. Дисков там уже не было. Пластинки нахер не надо. А вместо дисков там были одни коробки. Ну, в общем, посмотрим, что из этого выйдет. Адмиралтейская. Сакайни. Хотел сходить в Кунсткамеру. Очередь. Сходил. Ты тоже, Ваня, следи за своим языком. Ну что, вот и халявные кассеты. Надо проверять, как они будут играть. Так, первая кассетка. Может быть пустая, может быть не пустая. Кассетка, ну что, бас F какой-то. Запускаем. Она может быть, конечно, и пустой. Может быть, с сюрпризом. Там достаточно. С сюрпризом кассета. Неплохо. Музыка есть. Следующая кассетка. Звук качественный. В зале люди честно аплодируют. Сансон. На сцене девушка лидирует. Неужели, девушка, не стыдно вам? Зрителю не видно, Зачет. Богу видно. Зачет. Сансон. Какая новая, здоровая кассета. DR Fuji. Мое почтение. Слушаем Fuji. Мое почтение. Хороший кассеточек набрал. Магомаев. Румба. Следующая кассетка. Вообще модная. Таких я никогда не видел. Максвелл тоже. Уф, это будет зачетно. По-моему, это этот, Депеш Мод. Да? Судя по этому, по смысловому содержанию. Следующая кассетка тоже Максвелл. Тоже допертая до конца. То есть перезапись явно. Не оригинал. Но все равно такие древности прямо вот. И видно, что она не из жопы достана. То есть она довольно-таки, ну, свеженькая. רבי עקיבא היה עני. הוא עבד אצל כלבה סבוע На это не доедем. שהיה עשיר. עד גיל 40 סבוע Звучит как הייתה בת, иностранный ושמה язык. רחל. Понятно. Это мы тебя отдельно отложим. Ух, Татьяна Буланова, «Мой сон». Что у нас здесь написано? Какая-то хитрожопая херня заклеенная. Видимо, не Татьяна Буланова. Ну что, Татьяна Буланова, «Мой сон».
Зашибись. Перезаписанный Eminem. Тоже неплохо. Следующий. Уф, Максвелл. Вот эта кассетка, она, наверное, какая-то специальная, слишком увеличенного объема. Даже чувствую, что она тяжелая. Но тоже пидорас перезаписал. Вот видите, до самого конца дописано. Слушаем. Понятно, такой легкий релакс. Так, следующая кассетка какой-то перезаписанный ТДК. Слушаем. Понятно, это барная музыка опять. Тоже какая-то большая кассета. Chrome Super Chew. Dynamic 135 минут написано. Но я смотрю, что кассета хорошая. Такая тяжеленькая. Made in Germany. Понятно. Извлекаем. Еще какая здоровая кассета. Радио играет. Оно играет плохо, потому что у меня только нечетные волны магнитола воспроизводит. Поэтому очень сложно найти волну, которая будет четко играть. Под это можно ехать. Кораблики мы. Я тут прошелся ночью в первый день. Конечно, ничего этих не заметил. Или это заново приехали. Это явно военные. Там тоже непонятно. Назначение этого корабля непонятно. Военные. Я попробую зайти на экскурсию вот на этот корабль. Пришел посмотреть в музей, а тут написано «Последний средомесячный санитарный день». Ну все, посмотрел. Еще раз посмотрел. Ай. Голубая вода, ледокол закрыт. Типа есть прогулки по палубе после 6, но неинтересно. Подводная лодочка, кстати, вон работает, дизелек у нее, вода откачивается. Значит, троху живая. И еще кораблики, только я уже не помню, был он, не был, когда в первый раз шли. Такой вот корабель длинный. Там корабель. Прям такие здоровые реально корабли. Сухогрузы, наверное. Там загружают их по полной. Потом уже куда-то что-то везут. Что тут их? То ли их больше стало, то ли их просто не заметил в прошлый раз. Какие классные корабли. Красивый вид на храм. Такие колонны гранитные. Почти как в Выборге. Там такие тоже гранитные стоят. Там обалдеть сколько гранита. Сколько это все стоило. Красивый видик отсюда. Как здорово, вон люди поднимаются. Толпень, конечно, есть, но вроде уже не такая, как вчера. Пришел посмотреть на разведенные мосты. Наверное, он не разведен. Что-то пошло не так, что-то не так прочитал. Но этот мост закрыт. Следующий мост закрыт. А вон там вдалеке вот такая херня наклонная, блестящая. Это, оказывается, открытый мост. То есть что-то пошло не так. То ли эти мосты уже открылись, закрылись. То ли что, непонятно, но остался только вон тот, разведенный, судя по Яндекс.Пробкам. Короче, дайте 2 километра, как-то сомневаюсь. Может считаться, что уже посмотрел на разведенные мосты. Не знаю, что делать. Ну, будем считать, что посмотрел. В общем, дошел 2 километра, вот эта вот хрень, он действительно открыта. Там мостик открыт.
вот, это и есть разветенный мост. Там еще один. Действительно, вот открытый мост. Ну, окей. Открыт, как открытый. Тут картина всех выпускников привезли одновременно. Корабли все разворачиваются. Там разворачиваются просто гур-гур-гур-гур. Тут все буксуют, вообще друг друга гоняют, толкучка. Все никак не выгрузится. Вот это классный звук. Дождался. 3:10. Вышел без 10:02. О, мост разводится. Там ровненько по новому графику, которому мы нашли. Ну, где корабли, которые будут под нему идти? На эту корабли. Корабли уже ушли. Ну, там уже мужик один разворачивается на мосту. Не доехал. Ну, вот мост открылся. Через час ожидания. Но также открылся еще и вон тот мост. Ну, тот, конечно, такой как трансформер смотрится прям. Вот тот впечатляющий открылся. Там какие-то пролеты побольше, поширше. И прям, ну, реально как будто взял мост и разобрался. Очень интересно. Этот, конечно, ну, впечатляет, конечно, асфальт в небо, но не такой широкий. Тут, конечно, да, мое почтение. Красиво.